Всем привет! В этом видео буду собирать лук Ханза из игры Overwatch. Основными материалами будет дерево и ПВХ пластик. Я все-таки хочу сделать лук рабочим. Убойная сила будет небольшая, но пострелять по мишеням и жестяным банкам получится. Для этого концы плечей, так называемые рога, будут сделаны из полипропиленовой трубы, которая отлично зарекомендовала себя в изготовлении самодельных луков. Начал с того, что из общего рисунка лука вырезал плечи, приложил их к деревянному бруску, обвел карандашом и вырезал с помощью лобзика. Затем плечам лука с торца нужно придать форму трапеции. Все, что не достало полотно лобзика, доработал на ленточной шлифовальной машине. По идее, лук Ханза складывается. Складной механизм я сделал из металла. Если бы я сделал его из пластика, при натягивании тетивы он просто бы сломался. Как и у оригинала, на трубе сделал две насечки. Затем на трубе сделал винтовые насечки. Далее приступил к изготовлению основной детали складного механизма. С помощью баллончика с краской сделал разметку детали на пластине. Эти детали будут служить торцами. В качестве корпуса на них будет навариваться пластина. Для того, чтобы пластина гнулась под прямым углом, с помощью болгарки сделал поперечные надпилы. После сварки и шлифовки получилась такая деталь, которая будет привариваться к трубе. Далее сделал металлическую полку, на которую будет ложиться стрела. Полка имеет изгиб, с помощью молотка и наковальни придал ей форму. На полку нужно сделать небольшой выступ, в который будет крепиться основная деталь складного механизма. С помощью дрели и фрезы по дереву в верхнем плече сделал выемку, в которой будет находиться труба. Затем в полке под шурупы просверлил отверстие, чтобы не было видно шляпок, и рассверлил каждое под потай. На трубу приварил резьбовую шпильку, намазал ее эпоксидным клеем и одел верхнее плечо. Пока клей сохнет, из полипропиленовой трубы со стенкой 8 мм стал вырезать рога. Половинки трубы нужно выровнять в полоски. С помощью фена нужно разогреть и прижать плоским предметом. В моем случае это кусок рельсы.
Затем на пластиковых полосах сделал разметку и обрезал с помощью лобзика. Получившиеся заготовки обточил на ленточной шлифовальной машине. С помощью фена разогревал и придавал форму, как и у оригинала. Затем в деревянном плече вырезал паз, в который будут устанавливаться пластиковые рога. И, конечно же, я не удержался и решил выстрелить из лука. Был сильно удивлен, что такие короткие плечи могут так сильно запустить стрелу. После небольшого теста решил приступить к изготовлению рукоятки. Ее я также буду выпиливать из дерева с помощью лобзика. На острых углах для разворота полотна сделал отверстие. Так же, как и остальные деревянные детали, обточил рукоятку на ленточной шлифовальной машине. Доработал болгаркой с помощью лепесткового круга. Получилась довольно-таки удобная ручка. В полке просверлил крепежные отверстия для ручки. Продолжение рукоятки сделал из дерева и полипропиленовой трубы. Прикрутил насквозь с помощью самореза. Основа лука собрана, перешел к изготовлению пластиковых накладок. Накладки буду вырезать из ПВХ пластика с помощью горячего ножа. Разогревал и придавал форму накладки на плече. Промазал плечи секундным клеем и приклеил накладки. Косым ножом сделал спуски на накладках и доработал наждачной бумагой. Далее приступил к изготовлению накладки возле складного механизма. Она будет состоять из двух слоев ПВХ пластика. Затем сделал накладку под полкой. Она тоже будет состоять из двух частей. После того, как все накладки наклеены, нужно их прошпаклевать. Шпаклевать буду автомобильной двухкомпонентной шпаклевкой. После того, как шпаклевка застыла, с помощью бормашинки начал сглаживать контур накладок. Затем дорабатывал с помощью наждачной бумаги. И так примерно 10 раз шпаклевал и снова сошлифовывал, пока не добился более-менее адекватной формы. На видео это заняло 20 секунд, а в реальной жизни пару дней. После нанесения проявочного слоя грунтовки снова прошпаклевал и убрал мелкие риски от наждачной бумаги. Затем под слоем шпаклевки скрыл крепежные винты. Затем принялся дорабатывать накладки плечей и сами плечи. На складной механизм приклеил недостающие пластиковые детали.
Затем приступил к изготовлению сенсора, который находится под ручкой. Кронштейн для сенсора сделал из ПВХ пластика. Нарезал пластины по шаблону и склеил между собой. В кронштейне с помощью бормашинки сделал паз. Затем на деревянные плечи одел пластиковые рога. Закрепил с помощью шурупа для надежности. Затем из текстолита буду делать накладку на тетиву. Отпилил углы с помощью лобзика и доработал лепестковым кругом. В накладке насквозь просверлил отверстие для тетивы. Приклеил декоративные элементы из ПВХ пластика. Тетива будет сделана из капроновой нити диаметром 2 мм. Чтобы узлы не развязались, проклеил их суперклеем. Затем на тетиву одел накладку, которую снял при стрельбе. Это декоративный элемент, и в реальной жизни он не работает. Лук будет покрашен автомобильной краской с помощью аэрографа. Резинки на плечах лука сделал из эластичного бинта, разрезал его на полоски и покрасил синей краской. В окончании всех действий прикрутил сенсор, и лук готов. Провел небольшие тесты, стрелял карбоновой стрелой по банкам. Затем мне стало интересно, на какое расстояние лук запускает стрелы. Из 3 попыток в среднем стрела летит на 25 метров, это 35 моих шагов. Много или мало, решать вам, ведь это косплейный лук, и стрельба идет к нему как бонус. Конечно, можно увеличить плечи в несколько раз, и лук будет стрелять намного дальше, но это будет уже не лук Ханзо из Overwatch. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.